And I think to myself, what a wonderful world. Всем привет! Меня зовут Олег, и я хочу рассказать об еще одном своем путешествии. Итак, начало 2022 года. Я нахожусь в Крыму, хожу на работу с утра до вечера, каждый будний день, а значит все как обычно. В это время главной мировой новостью все еще остается COVID-19. Жизнь идет размеренным шагом, и даже еще не все страны сняли ограничения в связи с пандемией. И тут наступает время моего отпуска. А я уже более 2 лет не убирался за пределы полуострова и, если честно, очень соскучился за путешествиями. Куда поехать из Крыма, вариантов немного. Тем более, что у меня довольно-таки ограниченное количество времени, это всего лишь 2 недели. Я, как обычно, продолжаю путешествовать только по земле, не используя никаких самолетов. Соответственно, куда бы поехать? И я выбрал Казахстан. Во-первых, это одна из самых близко расположенных по отношению ко мне стран. Во-вторых, я там уже бывал прежде, и я помню, насколько гостеприимные люди живут там, и насколько вкусно они умеют готовить. В общем, решил отправиться на восток. Но, забегая наперед, скажу, что не всем моим планам было суждено сбыться, а только лишь отчасти. И куда на самом деле завела меня дорога, сейчас я расскажу. Итак, мое путешествие началось с поездки из Ялты в Симферополь, откуда на ночном поезде я добрался до Краснодара. Почти весна, но город встретил заснеженными улицами. Даже днем прохладно, -3. Прогуливаясь, я обратил внимание, что в Краснодаре много кирпичных домов красного цвета. Я даже подумал, что название города возможно связано с тем, что здесь добывают глину, ведь она имеет красные оттенки. Но нет, все оказалось намного банальнее. Селение так названо в честь красных революционеров в 1920 году. На ночь я остался в одном из экопоселений на окраине Краснодара. Я впервые в подобном месте, и мне было очень интересно там находиться. Вечером мы топили баню, а многие ребята даже купались потом в пруду в ледяной воде. Ну а я же ограничился просто обтиранием снега. Было, кстати, тоже очень классно. В поселении проживает около 100 человек, и у каждого из них есть дом с довольно-таки большим земельным участком. А территория размежована таким образом, что многие поселенцы долгое время могут даже не встречаться со своими соседями, ввиду их отдаленности друг от друга. Но при этом народ здесь довольно-таки дружный. Ребята часто собираются вместе, чтобы поиграть в настольные игры или просто обсудить какие-то новости. Поселение находится в нескольких десятков километров от Краснодара. Многие жильцы ездят в город для того, чтобы там работать, или же трудятся удаленно. В поселении имеются электричество и интернет, а вода добывается из колодцев. И, кстати, здесь она очень чистая и мега вкусная. Въезд в экопоселение разрешен только для его обитателей. Меня сюда пригласили товарищи, которые проживают тут, а иначе бы я просто не смог открыть въездные ворота. Выехав из Краснодара, я обрадовался тому, что снег начал отступать от дороги, но ближе к Ставрополю белые хлопья стали обильно посыпать землю. Я люблю, конечно, снег, но уже хочется тепла. Ставрополь меня приятно удивил тем, что его центр выглядит весьма опрятно. Здания, как мне показалось, сочетаются между собой в архитектурном плане, и даже нет навязчивых рекламных конструкций на каждом шагу. А еще имеются уютные зеленые аллеи
смотровая площадка и широкие площади. В Ставрополе я провел ночь и продолжил путь на восток. Очень давно хотел побывать в Калмыкии. В 2013 году, когда путешествовал по Юго-Восточной Азии, то понял, что меня интересует буддизм. А в Калмыкии учение Сиддхартха Гаутамы является религией большинства его жителей. И это при том, что регион со всех сторон окружен землями с мусульманскими или христианскими верованиями. А до Тибета или Таиланда отсюда 1000 километров. Откуда при Каспийских степях взялся буддизм? А его сюда принесли в конце 16 века кочевые племена из Джунгарии, расположенные в центре современного Китая. Я в Элисте. Это основной город в Калмыкии. Здесь проживает около 100 тысяч человек. Главными достопримечательностями тут являются буддийские ступы, хурулы, молитвенные барабаны и так далее. А еще тут имеется замечательная сеть ресторанов калмыцкой кухни, где готовят традиционную еду. Ужин из калмыцких пельменей, которые тут называются бёрики, с десертом борцики и традиционным чаем с молоком, обошелся мне в 190 рублей. Новый день я начал с визита к буддийскому астрологу. Прием проводится в Золотой обители Будды. Это крупнейший буддийский центр на территории Европы. Снимать видео было нельзя, но то, что мне предсказали, я вам сейчас расскажу. Итак, в 2022 году меня ожидают финансовые успехи, трудности во взаимопонимании с близкими людьми, удача при покупке любого транспорта, опасность получения сильной травмы вследствие падения с высоты и очень большая вероятность, что перееду жить в другую страну. А еще монах рекомендовал меньше сидеть и больше двигаться, иначе это сильно отразится на моем здоровье. Ну и наконец, главное, не лениться, и будет мне счастье. Затем я попробовал традиционный калмыцкий суп – до-тур, так называется. Делается он из всего, что есть у барана – сердце, почки, печень, легкие, кишки, кровь, желудок и так далее. Если честно, я не смог доесть, слишком жирно для меня, а вот домашняя лапша очень понравилась. Элиста должна была стать столицей шахмат. И здесь в 1998 году к шахматной олимпиаде был построен соответствующий район, который называется город Шахмат. Но сегодня это место выглядит слегка заброшенным, да и турниры вроде как больше не проводятся. Следующий город на маршруте моего путешествия – это Астрахань. До нее всего около 300 километров, и я решил отправиться в путь автостопом. Добрался легко, всего на 2 машинах, а по пути увидел настоящую пустыню с барханами, но верблюдов, сколько я не высматривал, не заметил.
Прогуливаясь по городу, я думал, что в России не очень-то и любят свою историю. Есть много памятников Великой Отечественной войне и Ленину. А вот такие красивые деревянные домики, как в Астрахани, просто разваливаются. Где они сами не рушатся, то их специально сносят, чтобы построить многоэтажки. А ведь именно старинные традиционные дома являются хранителями культуры. В Астрахани есть целая улица с мечетями разных цветов. Зеленая, красная, белая, черная. А рядом с ними расположены шиитская, руины персидской и другие мечети. При этом здесь много и христианских храмов, причем как русской, так и армянской церкви. В общем, тот еще Иерусалим. Один из символов города – это осетр, знаменитая рыба с икрой черного цвета. Сегодня она включена в Красную книгу, и ее вылов запрещен. Поэтому осетра выращивают только на специальных фермах, по крайней мере так должно быть. А купить осетра в Астрахани можно чуть ли не в каждой торговой точке. На рынке стоимость икры составляет 4200 рублей за грамм, а сама рыбина продается примерно за 5000 рублей за килограмм. Кажется, это значительно дешевле, чем в Крыму. Я позволил себе попробовать небольшой кусочек. Очень вкусно. Астрахань расположена на берегу реки Волга. В городе много каналов с перекинутыми через них мостиками. Все это выглядит очень романтично. Ну и, конечно, Кремль. Это сердце города. Хорошо сохранились оборонительные стены, башни. На территории разбит целый парк. И если бы было теплее, гулять здесь можно было бы очень долго. А я замерз, и поэтому надо ехать дальше. Но узнал, что в Казахстан меня не пропустят, так как срок моей вакцинации от ковид уже истек. Значит, я направлюсь на юг. Прошлой ночью в Астрахани температура опускалась до -6. Сегодня я еду в Дагестан. Надеюсь, там будет теплее. Где-то в 100 километрах от Астрахани сейчас нахожусь. Еду в Махачкалу. Дорога пустая. Машины проезжают иногда где-то раз в минуту. Очень мало. Зато яркое солнце. Путь я продолжил автостопом. Не люблю автобусы. Попутки ждал минут по 30, но зато в это время мог насладиться шумом ветра, рассмотреть бескрайние степные просторы. Природа по пути из Астрахани в Дагестан весьма однообразна. Степи, реки, камыши и песчаные барханы кое-где. Говорят, здесь раньше было много сайги, а теперь ее и не встретить. Охотники почти всех перебили. С веселым парнем по имени Замир мы быстро добрались до одного из первых дагестанских сел. Он гнал как угорелый на своем КамАЗе, а все потому, что они с коллегами устроили гонку, кто быстрее загрузится. 8 часов вечера, я в селе, которое называется Кочубей, проехал сегодня 300 километров автостопом. На улице стемнело, и я уже решил дальше не продолжать ловить попутку. Я остановился в шикарном номере у дороги. Завтра отсюда будет удобно продолжить путь, проголосовать дальше на попутку поймать. Вот мой номер выглядит таким вот образом. Здесь 2 шикарные кровати, есть деревянная тумбочка. Есть еще телевизор цветной и какое-то приспособление, возможно, это кондиционер, наверное, кондиционер.
Вот, но обогреваюсь я другим приспособлением. Вот таким вот обогревателем. Говорят, сейчас нагреет, будет даже жарко. Прямо в моем номере нет удобств, но они имеются на этаж ниже. Здесь такой шикарный душ. Шампунь входит уже в стоимость. Зеркальце. Так что всегда смогу оставаться красивым. Мыло, чтобы я продолжал быть чистым. Ну и, конечно же, самое важное для человека — это туалет. Кстати, обратите внимание, что туалет сделан в виде такой вот дырки, как я называю. Мне кажется, это значительно гигиеничнее и удобнее, чем унитаз. И кувшинчик. Здесь бумаги нет. Однозначно приезжать в воду, что до тех пор, пока не введем под все санкции, по окончании сразу наши лекарства. Там все было публично, военные преступники, Здесь же при гостинице имеется кафе. Можно попробовать всякую разную еду. Я выбрал Лагман. Сейчас попробуем. Также есть тут традиционная дагестанская еда. Чудо, курзе. Я такое не пробовал. Завтра с утреца попробую. Ну, естественно, хинкал. Поужинал лагманом и разместился в небольшой комнате, очень похожей на купе поезда. В стоимость тарифа, а это 600 рублей за номер, было включено обогреватель, цветной телевизор, вешалки для куртки. Сурово, но зато тепла. 11 часов вечера. Я в комнатке. Спокойной ночи. Доброе утро. Сейчас я нахожусь в селе Кочубей. Переночевал здесь в небольшой гостинице. У меня была комнатка такая очень похожая на вагончик. Точнее, как купе поезда. Ну ничего, зато там было тепло. Хоть и туалет на улице. Позавтракал очень сытным хинкалом. Это традиционная дагестанская еда. Хинкалов бывает очень много разных видов. Этот был аварский, названный в честь одного из народов, который живет как раз таки здесь в регионе. Здесь еще даргинский, здесь еще тонкий. В общем, разные бывают хинкалы. Порция очень большая. Порция очень большая, ее смело можно было бы делить на двоих. Я ее не смог осилить. Ну, съел сколько съел. Вот. Буду пробовать разные другие блюда попозже. А сейчас я нахожусь на окраине городка. Еду на юг. Надеюсь, там будет еще теплее. До Дербента осталось 300 километров. Я в городе Махачкала, и здесь действительно теплее, плюс 2 градуса, но идет снег. И очень грязно на улицах. Я очень надеялся, что уехав из морозной Астрахани на 600 километров южнее, то там будет тепло. Но в Махачкале снег. Дальше на юг продвинуться не смогу, так как меня не пропустят в Азербайджан из-за ковидных ограничений. При этом температура выше нуля. Это радует. Но снег сразу же тает, образуются лужи и грязь. Не самая приятная погода для прогулок. Ну да ладно, не буду больше жаловаться. Пойду гулять. За моей спиной центральная мечеть города Махачкала, Республики Дагестан. حي على
Сейчас я нахожусь на центральной площади города Махачкала. Площадь названа, естественно, именем Ленина. Иду в сторону железнодорожного вокзала. Пойду на электричке в самый южный город России, в Дербент. По прогнозу там на 1 градус должно быть теплее. Но опять-таки обещают снег. Надеюсь, его там не будет. Пол-9 вечера. Я в Дербенте докладываю обстановку. Идет дождь, лужи, +2 температура на улице. Приехал на электричке, стоимость проезда 133 рубля из Махачкалы. Остановка конечная. Дальше транспорт не едет. Дербент. Я очень люблю этот старинный город с его аутентичными жилыми кварталами, вкуснейшими угощениями и необыкновенным гостеприимством. Я зашел почти в каждую мечеть в центральной части города, посетил множество музеев, чайных, армянский храм и даже синагогу. Везде, на вокзале, в кафе, у старинных оборонительных сооружений меня приветствовали как дорогого гостя. Угощали чаем, сладостями, с любовью рассказывая о своем городе. Говорили о традиционной еде, об особенностях религии, о том, как Дербент выглядел всего несколько десятков лет назад, когда он размещался между 2 крепостными стенами. Жилые кварталы тогда располагались всего на 300 метров в ширину, вытянувшись от цитадели до моря. Говорили о том, какие народности жили и сейчас живут в Дербенте, о его секретных подземных ходах, которыми пронизан весь старый город. Электропоезд следует до станции Махачкала. Самое интересное в Дагестане спрятано в горах. И поэтому я на электричке из Дербента вернулся в Махачкалу, погулял немного по городу, вкусно пообедал и сел на автобус до села Гунип. Транспорт отправляется по наполняемости. Я ждал около 40 минут. Точка сбора – Северная автостанция. Я сидел впереди автобуса и мог насладиться видами из окна, а от пейзажей у меня то и дело отвисала челюсть. Около 9 часов вечера, я сейчас нахожусь в поселке Гунип, он располагается на высоте более 1200 метров над уровнем моря, вокруг горы. Очень красиво, и у меня такое вот прикольное жилье.
Здесь такая прям хорошая кухня. На столе угощения. Тут орешки, сухофрукты, варенье. Душевая. Прямо сейчас я нахожусь на высоте более 1300 метров над поселком Гуниб, огоньки которого видно сейчас за моей спиной. Вид отсюда просто потрясающий, яркие звезды, слегка пощипывает мороз по щечкам, даже замерзают усы. Здесь по дороге темно, поэтому с фонариком шел. Когда я ехал в Гуниб, то думал, почему я раньше сюда не направился, потому что я боялся, что здесь будет слишком холодно, слишком много снега, и моя экипировка как бы не позволит здесь себя комфортно чувствовать. Но я рискнул, приехал, и здесь, оказывается, очень даже уютно и комфортная погода, температура. И даже немножко жалею, что я раньше сюда не приехал, потому что в горах Дагестана очень много красивых мест. Попробую посмотреть все, что успею. А если нет, то, естественно, конечно же, вернусь сюда еще. Я спал мало, проснулся рано, но при этом чувствовал себя очень бодро и хорошо. А когда вышел на террасу и взглянул вокруг, то стало просто потрясающе. Виды впечатляют. Затем собрал рюкзак и отправился на прогулку до Гунибской крепости. До нее несколько километров ходу вверх по дороге. Я шел, а голова не уставала крутиться по всем сторонам. Доброе утро. Сейчас нахожусь на высоте практически 1500 метров. Поднимаюсь к Гунибской крепости. Я приехал вчера сюда вечером. В темноте уже не было видно гор. Но то, что я проснулся и увидел, это надо было просыпаться еще раньше и идти наверх все выше и выше. Очень забавная ситуация сегодня утром приключилась. Я только вышел из дома, прошел, не знаю, буквально метра 3. Здесь мужик возле магазина говорит: стой, ты наверх? А я отвечаю, что да. А тот говорит: подожди, стой секунду. Тут едет какая-то ближайшая машина, но она меня быстро останавливает, говорит: подвези парня. Куда, конечно, садись, поехали. Вот, говорят, что здесь всегда рады подвезти и помочь. Как понял, практически не запираются двери. Ключ имеется, да, я закрыл квартиру. Мне сказали, где ее оставить, прямо на полочке, перед входом в жилье. При этом мы с хозяином даже не виделись. Полное доверие, здесь люди очень открытые. И меня не перестают удивлять местные люди. Идешь по улице, вроде первый раз видишь человека, а он с тобой здоровается, предлагает помощь какую-то, спрашивает, что ли надо, куда пройти. Вчера ехал на маршрутке до Гуниба.
вместе с двумя милыми женщинами. Ну, естественно, они сразу же предложили мне какое-то угощение. Подарили мне бутылочку сладкой водички. У меня были мандаринки, я подарил им взамен. Сейчас я планирую покинуть город Гунип. Отправляюсь в заброшенный аул Гамсутуль. Он находится в 23 километрах отсюда. Буду передвигаться автостопом. Аул заброшен, соответственно, там никто не живет. И если кто туда едет, скорее всего, в туристических целях. Посмотрю, как удастся мне туда добраться. Скоро ли. Сейчас около полудня, поток машин довольно-таки маленький из Гуниба, но машины имеются. И, в принципе, если их немного, это еще не означает, что будет сложно выехать. Вполне возможно, что, как обычно, как раз-таки тогда, когда мало машин, то практически все останавливаются. Зато я иду и наслаждаюсь такими вот красотами. Общественного транспорта между горными селами нет, но зато автостоп нереально крутой. Останавливается каждый. А на посту ДПС даже сами полицейские предложили помочь поймать попутку. Буквально первая же машина, которую я попытался остановить, она меня подвезла на десяток километров, и теперь мне до цели остается всего лишь там, километров 5, наверное. Но здесь дорога очень пустая, трафик очень низкий. Не знаю, сколько придется ждать, но я буду понемножечку двигаться вперед. А вокруг прям, захватывает дух. Больше часа понадобилось для того, чтобы проехать примерно 25 километров из Гуниба до подножья горы, на которой находится поселок Призрак Гамсутуль. Меня подбирали очень быстро, но и ехали, в принципе, тоже довольно-таки активно. Но дороги здесь горные, извилистые, поэтому особо так не разогнаться. Вот сейчас я буду подниматься вот сюда, вот на эту вершину, там находится Гамсутуль. Тем временем, пока я ходил по горам, у меня порвались штанишки. Прям в таком местечке, между ног. Место не самое заметное, но важное. Спущусь в город, не знаю, завтра, послезавтра. Вот, надо будет купить новенькие. Гамсутуль – это село-призрак, расположенное на вершине горы. Аул был заселен на протяжении 2000 лет, но в 2015 году умер его последний житель, и сегодня оно абсолютно заброшено.
власти пытались переселить последнего обитателя села в город. Он прожил в Махачкале несколько лет и затем вернулся в горы, призывая других последовать за ним, чтобы возродить родное село. Но, к сожалению, здесь больше никто не живет. Дома постепенно разрушаются, а дом последнего жителя был разворован и по неосторожности туристов сожжен. Для того, чтобы посмотреть село, мне кажется, лучше всего обойти его вокруг. Я сначала повернул направо, прошел через домик последнего жителя и поднялся на горочку наверх. И отсюда открывается, наверное, лучший вид на Камсуталь. Сейчас нахожусь на высоте 1723 метра. И здесь, конечно же, во-первых, чертовски красиво, а во-вторых, чувствуется уже мороз. Здесь уже прямо под моими ногами лежит снег. Вот. Ну и кусается мороз. То ли 4-го, то ли 67-го года УАЗик. Не УАЗик, ГАЗик. Вот такой, который вот так вот узкий носом, который. Да. На один момент там такое узкое место, и сверху начал на машине спускаться. В Дагестане активно развивается туризм, и почти в каждом селе имеются гостевые дома. Средняя стоимость ночевки – 1000 рублей в несезон. Иногда задирают более высокую цену, но можно торговаться. Моей новой остановкой на ночлег стало село Салта, где я познакомился с 2 девушками, которые путешествуют на арендованной приоре по Дагестану. Здесь это одна из самых популярных машин. Вечером мы развели костер, и к нам присоединился местный житель по имени Мага. Он работает в нашем гостевом домике. И мы все вместе чудесно посидели у огня, наслаждаясь потрескиванием поленьев, вином в бокалах и яркими звездами над головами. Доброе утро. Сейчас 10-й, по-моему, день моего путешествия. Нахожусь в окрестностях таких прекрасных гор. В Дагестане, в принципе, это как обычно. Кофе, горы. Что может быть лучше? Вчера я познакомился с 2 путешествующими девушками, а сегодня мы договорились продолжить путь вместе. Тем более, что нам по пути. Посетили Салтинский водопад, которым ведет тропа через живописное ущелье, в котором я себя чувствовал Индиана Джонсом. Но, к сожалению, воды почти не было. Мне кажется, если окно открыть, загореть можно, пока едешь. Я думаю, сгореть можно. А затем, натянув на головы каски, мы пошли через Кардахскую теснину, узкое и чертовски красивое ущелье.
пути мы поломались, но для нас сразу же остановились и помогли отремонтировать авто. Буквально первый проезжающий мужик остановился и нам помог. К концу дня мы поднялись на высоту около 1700 метров. Тут лежит снег, но на удивление здесь, в горах, даже теплее, чем внизу в Махачкале. Вчера заселился в гостиницу поздно, было темно, а когда посмотрел утром в окно, то просто обалдел от увиденного. Хочу здесь жить. Хотя бы на месяцок сюда бы приехать, тем более жилье можно снять всего 1000 за 10 в месяц. А это водопад Тобот, грандиозный каньон, в котором с высоты более 70 метров обрушаются водные потоки вниз. Представляю, насколько грандиозно он выглядит, когда река полноводна, но и сейчас впечатляет. Не хочу уезжать. За время этого короткого путешествия мне особенно полюбился горный Дагестан. Здесь живут невероятно гостеприимные и отзывчивые люди, а местная еда – это сытно и безумно вкусно. Но в Дагестане опасно, потому что можно влюбиться и не захотеть возвращаться домой. Наступил день, когда надо спускаться с гор вниз. И это было очень грустно. По пути отведали вкуснейших чуду, попробовали местный десерт и успели снова поломаться. Зато машина заглохла прямо у СТО, так что вскоре нас отбуксировали и вернули авто к жизни, не взяв за ремонт ни рубля, потому что мы гости. К вечеру добрался до Грозного, это Чечня. Погулял у небоскребов и с теплыми воспоминаниями о горах Дагестана лег спать.
Сегодня я проехал около 500 километров на север. Из Грозного добрался до города Армавир. Здесь идет мокрый снег, вокруг лужи и грязь. Привет, я в городе Армавир, Краснодарского края. 25 марта. Здесь идет снег. Казалось бы, я только уехал с снежного плена, но он, сука, меня догнал. Вчера проезжал Пятигорск, Нальчик, там тоже заметало. Казалось, что я проехал мимо, убежал из снежного плена, но он, сука, меня и здесь даже догнал. Сыро, мокро, грязно. День начался со снега, который с самого утра щедро ложился на улицы Армавира. Сегодня решил добраться до Черноморского побережья в Туапсе, но прямого автобусного сообщения между городами нет. Поэтому сначала пришлось доехать до Лабинска, а оттуда продолжить путь автостопом. А тем временем я уже в Майкопе, это столица республики Адыгея. Доехал сюда на машинах 5, наверное, из Лабинска. Узнал по дороге о том, что адыгейцы — это отдельная национальность, народность, у нее есть свой язык, причем его преподают в школах. Спасибо по-адыгейски — это вапсел, а здороваются они салам алейкум, так как они мусульмане. А еще у меня выросла уже ничего такая борода и усищи. Дальше я познакомился с местным лесником. Он меня подвозил. И я решил расспросить его о животных, что обитают в здешних горах. Он рассказал, что в последние годы активно отстреливают медведей, а также травят кабанов. Причины туманные. Просто рассыпают яд с вертолетов, и те гибнут тысячами голов. Есть предположение, что местный чиновник, владеющий мясокомбинатом, таким образом хочет перевести рынок с дичи на собственную продукцию. До Туапсе из Апшеронска ведет федеральная трасса, но она в весьма грустном состоянии. На протяжении многих километров нет асфальта, зато есть грязь и надежда, что когда-нибудь все будет хорошо. Все строго по принципу ожидание – реальность. Туапсе – это не город для отдыха. Да, он расположен у моря, окружен шикарными горами и рядом имеется Сочи. Но в Туапсе решили развивать не туризм, а промышленность. Здесь у побережья проходит железная дорога, по которой регулярно движутся товарные составы. У причалов не яхты, а громадные грузовые судна. Интересных мест я не нашел, кроме гигантского нефтеперерабатывающего завода, занимающего около половины территории города. Соответственно, из достопримечательностей здесь трубы, чтобы дымить, и трубы, чтобы качать топливо. В Геленджике приятнее находиться. Здесь имеются очень протяженная набережная с симпатичными кафе, уличными музыкантами и приятными скверами. Город даже немного напомнил мне Ялту. Ложится спать спокойного сна. Спокойная ночь. Известно, что город Анапа был заселен еще в античные времена. Поселение тогда называлось Гаргипия и входило в состав Понтийского царства со столицей в Пантикопее. Это нынешняя Керчь. Место красивое они выбрали, конечно. Обрывистые скалы, море.
12 часов ночи. Я в городе Ялта. Мое путешествие закончено. Я провел в дороге 2 недели и уже успел вернуться домой. А значит, о путешествиях остается только вспоминать. За эти дни произошло многое. Ну, а главные итоги я сейчас подведу. Итак, за время путешествия я посетил такие города, как Краснодар, Ставрополь, Элиста, Астрахань, Махачкала, Дербент, Горный Дагестан, Грозный, Армавир, Туапсе, Геленджик и, конечно же, Анапа и Крым. За время путешествия я воспользовался одним поездом, 2 электричками, 8 автобусами и 40 попутками во время автостопных приключений. Всего я потратил 22 тысячи рублей. Из них 9 тысяч это транспорт, 5 тысяч это питание и еще 5 тысяч это жилье. А остальные 2000 я потратил на сувениры и прочие свои довольствия. Ну а главное, я встретил десятки классных людей. Меня встречали как дорогого гостя и в маленьком ауле, и в больших городах. Я считаю это самым важным. На этом все. Спасибо каждому, кто помогал мне во время моего путешествия. Надеюсь, что вскоре у каждого из нас будет возможность абсолютно безопасно путешествовать по миру. Побывать в каждом уголку нашей планеты, о которой он мечтает.